Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я хочу с вами поговорить о довольно интересном направлении в коллекционировании, и это прицепной состав. И почему-то прицепы обходятся стороной различными брендами, хотя, на мой взгляд, это отличное дополнение к любому автомобилю. И мы не говорим о полуприцепах и прицепах для грузовых автомобилей, их хватает на рынке, а я имею в виду именно небольшие прицепчики, которые можно цеплять к легковушкам, к автобусикам и, возможно, небольшим джипам. И если посмотреть и вспомнить, какие прицепы предлагаются на рынке, то первое, что приходит в голову, это различные домики на колесах. И если, например, вы начнете поиски прицепов на моем канале, то первое, что вы найдете, это будет дом на колесах от Neo, также домик от Mini-Champs, тоже вполне хорошая масштабная копия, ну и особо упорные могут найти прицеп для перевозки лошадей. А обычных маленьких прицепчиков почему-то как-то особо и не наблюдается на рынке. И, кстати, интересно то, что до выхода всех импортных моделей подобную спецтехнику выпускали и в Советском Союзе, и уже в Российской Федерации. Я собрал вам основные прицепчики, которые выпускались на Тантале, также уже новодельный Агат. Тут представлены по большей части новые прицепчики. Например, у меня есть Скиф, который продавался в советское время с Нивой, но та модель лежит где-то в дальней коробке, просто до нее не дошли руки. И также в комментариях вы можете написать, какие модели небольших прицепов есть у вас. И я знаю, также продавался прицеп Дача, тоже, по-моему, саратовского производства, но той модели нет в моей коллекции, она была сделана очень примитивно, хотя сейчас на вторичном рынке за нее просят вполне приличную сумму. И за эти деньги порой можно купить нормальный прицеп от Mini-Champs. И давайте начнем с первого прицепа. Это, скорее всего, сельхозприцеп. И я видел, такие прицепчики продавались как по отдельности, так и в наборах с легковушками. И были как импортные автомобили, так и отечественные. И во многих случаях также такой прицеп продавался в наборе с трактором. Но я взял отдельно эту модель. По-моему, в свое время я заплатил за нее 150 рублей. И продавались как открытые варианты, так и прицеп с установленным тентом. Правда, тент был полностью вклеен. И это очень простая масштабная копия, у нее пластиковая рама, хотя присутствует вот такая ножка, чтобы прицеп не падал, когда он стоит без автомобиля. Отдельные задние фонари, и это фонарики взяты от старого советского УАЗа. И на моей модели немножко повредилось крепление для установки светотехники, не знаю, как это случилось, видимо, была треснутая деталь, и я не заметил ее после покупки. И также у этой модели снимается борт. Правда, он довольно жестко зафиксирован, но не буду его... кстати, вот думал, не буду отрывать, но эта деталь в итоге демонтировалась. И это кузов взят от масштабной копии Нива Бизон. Я тоже вам ее покажу. У меня несколько подобных Нив, и как раз вы можете наглядно посмотреть точно такой же кузов. И это кузова из пластика, окрашенного в массе. Не встречал подобных моделей уже поверх окрашенных краской. Хотя, если говорить о тех машинах, которые уже на вторичном рынке, возможно, какие-то конверсионщики делали какие-то переделки. И это тоже вполне нормальная модель на свое время. Она у меня долгое время хранилась на открытой полке, поэтому немножко запылилась. Все никак не доходят руки ее разобрать, отмыть и упаковать в отдельную коробочку. И у меня также есть более современная Нива Бизон с кабиной фиолетового цвета. И кому интересно, можете найти видеоролик на вторую модель на моем канале. И вторая модель уже попроще, чем вот этот ранний экземпляр. У второй модели колесные диски мне нравятся меньше. И также, по-моему, были некоторые упрощения с кабиной данного грузовичка. И следующий прицепчик — это, опять же, точно такая же рама, только другие колесные диски и покрышки и другой кузов с тентом. И такие прицепчики продавались как
без тента, так и с установленным тентом. И я помню, в продаже на этой же базе продавались небольшие цистерны с надписью «пиво», «молоко» и так далее. Вода, по-моему, тоже была. Но такие бочонки я как-то видел в продаже, но когда собрался их покупать, они уже исчезли с того магазина, где я обычно произвожу покупки. И у этой модели кузов взят от УАЗ Фермер. Как раз покажу вам многострадальную модель, которую мы раз в полгода обозреваем в рубрике «Модели с цинковой чумой». Вроде бы масштабная копия еще держится. Но опять же, тут появляются с каждым годом новые трещины. И это машины-мутанты. Они постоянно мутируют. И, кстати, за ними интересно наблюдать. И я все жду, когда этот УАЗик развалится. Но уже на протяжении многих лет эта машина все держится и не дает мне покоя. Мы ее тоже рассмотрим в другой серии, поэтому в сегодняшнем видеоролике особо показывать ее не буду. Точно такие же задние фонари, установлены брызговички с надписью УАЗ, и у этой модели по сравнению с ранними УАЗиками от Агат улучшенные колесные диски. Уже прикрутили небольшую ступицу, также диск из белого пластика, покрышки точно такие же еще с советского времени. И на этой же базе предлагаю обычные фургоны. У меня таких моделей 3. Первый фургончик без каких-либо опознавательных знаков. И, кстати, на этой модели потерялись брызговики. Они были вклеены, но, видимо, я их одно время или демонтировал, или они просто вывалились, не уследил, и теперь у меня данный прицеп без брызговиков. Написано «Сделано в России», масштаб 1 к 43, и также есть номер PN01. Возможно, это какой-то артикул. И вполне хорошая проработка фургона, но не нравится то, что снизу присутствует сквозное отверстие. Видимо, какой-то технологический момент по изготовлению данной формы этого фургона. Но что есть, то есть. Я думаю, при желании можно его заклеить, но, опять же, если вы поднимаете модель, это сильно бросается в глаза. И покажу вам два одинаковых прицепчика с надписью «Хлеб». Их тоже продавали примерно за 150-200 рублей. И надпись тут в виде наклейки. И не всегда эти надписи клеятся аккуратно. Как раз на одном прицепе видны небольшие стыки, которые не прилегают. И вот так выглядит задняя часть. И такие прицепчики можно зацеплять к УАЗикам, также к небольшим грузовикам. И я думаю, если такой прицеп сцепить, например, с ГАЗ-53 от нашего автопрома, он будет смотреться вполне уместно. Но если данный прицеп вы зацепите за диповскую модель или за вариант от Start-Scale Models, конечно, он будет смотреться не совсем нормально. И покажу вам наиболее интересные для меня прицепы. Первое – это полевая кухня из пластика, окрашенного в массе, но дизайн и то, как проработана эта модель, мне очень нравится. И этот прицепчик можно сцепить журнальным УАЗиком, я тоже вам приготовил его просто для демонстрации. И как раз, если УАЗику сделать фаркоп, установить прицепчик, получается тоже вполне симпатичная сцепка. Конечно, он тут особо не фиксируется, потому что у УАЗа нет фаркопа. Но вот так, если его поставить, получается довольно хорошо. И, конечно, тут цвет корпуса УАЗа отличается от цвета прицепа, и при желании можно подобрать краску, его покрасить, и тогда будет вид еще лучше. И, например, этот прицепчик можно также использовать с более ранним внедорожником. ГАЗ. У него уже есть сцепное устройство, правда, оно не функционирует. И если делать его рабочим, то придется как-то или перепиливать оригинальную деталь, или ставить какой-то элемент из набора аксессуаров. Ну, тоже получается вполне симпатично. И пока что мне в голову не приходит, что можно еще использовать с полевой кухней. Я вам приготавливал еще один старый УАЗик, по-моему, херсоновская модель из пластика, но к ней тоже можно, в принципе, зацепить такой прицепчик. И тоже получается вполне симпатично. И давайте посмотрим на следующий прицеп для УАЗа. Это обычный бортовой фургон, скажем так.
у него снимается тент, и у меня два таких прицепа. Один я покупал отдельно, у него уже улучшенные колесики, а второй прицепчик был в наборе вместе с внедорожником УАЗ. И, к сожалению, этот УАЗик у меня не рассыпался, но уже на грани. Модель тоже зачумела, у нее изменилась форма капота, также вывалилось стекло, дверки еще держатся, но если их пытаться открывать, скорее всего сломается крепление, и также из-за того, что на этой модели повело кузов, сместилась рама, и колеса теперь утоплены ближе к задним дверям. Ну, тоже такой Франкенштейн, который я время от времени вам показываю. Пока что модель держится, но я думаю, ей осталось немного. Опять же, если экспериментировать с перепадом температур, я думаю, она рассыпется быстрее. Но у меня постоянная температура, которая поддерживается круглогодично, поэтому эти модели еще держатся. И давайте покажу вам последний прицеп Скиф. Это прицеп-палатка, был популярен в советское время, хотя не у каждого была возможность приобрести подобный прицепной состав. И вот этот прицепчик я покупал в наборе вместе с моделью ВАЗ Лада Калина от Карарама. Конечно, не очень удачный выбор прототипа, но тем не менее вот в таком виде мне этот прицепной состав понравился. И этот набор продавали в свое время за 300 рублей. Сейчас мне в комментариях написали, что такие наборы стоят дороже. И, кстати, есть одно популярное заблуждение, что эти скифы сделаны из пластика. Возможно, некоторые модели и были сделаны из пластика, но тут пластиковая только нижняя часть, а крышечка и сам кузов – это металлическая деталь. Она, правда, не очень аккуратно покрашена из-за того, что сильно износилась пресс-форма, не очень товарный вид, но, тем не менее, это вполне удачная масштабная копия. И покажу вам еще два скифа. Эту модель я покупал в наборе вместе с внедорожником Нива. И Нива тоже мутирует, и как раз сейчас посмотрел, начала проявляться просадка лакокрасочного покрытия на крыше. И вот думаю, стоит ли сейчас снимать краску и перекрашивать модель, или все же подождать, потому что через какое-то время могут проступить трещины. И если, допустим, сейчас перекрасить модель, то это будет просто мартышкин труд, через какое-то время краска все равно испортится. Поэтому пока что в раздумьях. И вот такой прицепчик точно такой же, из металла, только полностью белого цвета. И как раз можно наглядно посмотреть, как окрашивают эти модели. Тоже лакокрасочная покрытие нанесено очень толстым слоем, подтеки, пятнышки непонятные, но, к счастью, нету клея. И еще один прицепчик, точно такой же, и эту модель я покупал отдельно, и чтобы отличать друг от друга прицепы, на этом варианте я красной краской обозначил катафоты. На втором варианте с Нивой они окрашены в белый цвет. Вот такие симпатичные масштабные копии, которые я хотел вам показать в рамках сегодняшнего видеоролика. И будет интересно узнать, какие небольшие прицепы есть в ваших коллекциях. Покупали ли вы их отдельно или в наборе с конкретной масштабной копией, что вы с ними делали, дорабатывали или оставляли в первозданном виде. Если вам понравился данный видеоролик, то не забывайте поддержать его лайком, вступайте в мои группы в социальных сетях, ВКонтакте и Фейсбуке и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе новых видео на этом канале. А на сегодня это все. До новых встреч. Пока.